Юй, не так давно поставил на сервак с друганом Мокс Псах и Дайри Крафт, версия 1.8.2. На русском ютубе есть один не такой древний гайд по этому моду, 8 месяцев. За эти 8 месяцев все поменялось, половина информации не актуальна, рецепт не работает. Также тот чувак, который снимал этот гайд, не особо разбирался в моде. Скорее всего, делал я его по официальной Википедии, которая очень давно устарела. В моем гайде также будет не все, поскольку по этому моду нет нормальной документации, ни роликов на английском, ни на русском ютубе. Предупрежу, что версия 1.8.2 поломаны жидкости. Любой крафт действия с ними дает в 81 раз меньше результирующей жидкости. Я использую кастомную версию мода, которую собрал сам, которой я исправил это. Если хотите делать так же, есть 3 пути, они в описании, не об этом ролик. Начнем с растений. Мод добавляет 12 новых растений для взаимодействия. Первый из них хмель, при срубании дает верхушки и семена. Верхушки можно использовать для изготовления пшеничного пива. Семена только для посадки. Каннабис. Требует грядку для высадки. При срубании падают семена, листья и бошки. Листья и бошки можно сушить. Сушеные листья используются для приготовления гашишных кексов. Рецепт либо вот такой, либо с синим красителем посередине. Причем тут синий краситель у меня 0 идей. Сушеные бошки – это гашиш. Его можно курить через трубку, бонг или сделать косяк вот таким крафтом. Дальше. Виноград растет только на специальной деревянной решетке. Крафт ее вот такой. Используется для изготовления вина или как пища. Собрать виноград можно с помощью ножниц. Табак. При срубании выпадают семена и листья. Листья можно высушить и курить через трубку или бонг. Из табака сушеного можно крафтить сигары или сигареты. Пиот или пиотль. При срубании дает себя. Можно высушить и захавать. Кока. При срубании дают семена и листья. Из листьев можно заварить чай. Листья можно также высушить и из сушеных листьев сделать кокаин. Томат. При срубании дают семена. Томаты можно получить, кликнув костной мукой, либо срубив на готовом растении ножницами. Также можно получить листья томата, которые не используются ни для чего. Томаты используются для крафта алкоголя. Кофе. При срубании дает ветку, которую можно посадить. При обжарке ветки в печи мы получаем зерна кофе. Из зерен можно сделать кофе вот таким способом. Кофе можно подогреть в печке. Получаем сначала теплый кофе, из теплого кофе можно сделать горячий кофе. Ипомея. При срубании дает либо семена, либо цветок. Можно поставить решетку рядом, и ипомея разрастется на нее. С решетки можно собрать цветок ножницами. Используется при изготовлении других наркотиков. Агава или алоэ. Используется для приготовления текилы и мецкаля. Собирается только ножницами. Дурман. При срубании дает семена. Использование костной муки дает мешок семян. С помощью ножниц можно срубить листья, которые можно высушить и курить либо трубкой, либо бонгом. Белладонна. При срубании дает семена. Использование костной муки дает ягоду, которую можно съесть. С помощью ножниц можно срубить листья, которые после сушения можно курить трубкой или бонгом. Ягода также имеет наркотический эффект. Можжевельник. Растет как дерево. При правом клике на листву с ягодой выпадает ягода. Ягода используется при варке алкоголя. Дерево просто как новый вид дерева. Также можно сушить грибы из ванилы и получать наркотические грибы. Немного сушения. Скорость сушения зависит от уровня света. Уровень света зависит от теплоты биома и не обязательно времени суток. Уровень света отображается в правом верхнем углу при открытии стола сушения. К примеру, в саванне при дневном свете у нас уровень дневного света 100, при ночи 1%. Если мы поставим факел, то у нас в саванне будет 100% ночью. Если мы полетим в равнины, то у нас днем будет 72%, ночью 0%, когда в саванне 1. При свете факела всего 40%. Также вот простейший механизм для автоматического сушения. Учтите, что под каждый предмет для сушилки нужна своя сушилка, так как сушка происходит только если все 9 слотов сушилки забиты одним и тем же предметом. То есть, если вы положите разное или заполните не все слоты, сушиться не будет. Далее, крафт соли. Соль в этом моде представлена как пыль обсидиана. Крафтится она путем переливания из ведра лавы в бутылку лавы. Потом лавовую бутылку мы тушим ведром воды. Получаем обсидиановую бутылку. Обсидиановую бутылку закидываем в крафт, получаем пыль обсидиана. Алкоголь, наверное, самая обширная тема в этом моде. Начнем с того, как варить и как работает крепость алкоголя. Чтобы создать алкоголь, для начала нужно сделать сусло, которое нужно ферментировать 1 раз или 2 раза.
И после ферментации сусла мы можем либо дистиллировать его, либо выдержать его, превращая его в напиток. При выполнении любой операции с суслом оно становится крепче. То есть даже при ферментации сусло становится крепче. Изначальное сусло имеет 0 крепости, первое сусло при первой ферментации имеет какую-то небольшую крепость, после второй ферментации крепость увеличивается, при дистилляции крепость увеличивается значительно, при выдержке незначительно. Дистилляцию и выдержку также можно совмещать. Чтобы сделать алкоголь, вам для начала нужно подготовить сусло. Для того, чтобы подготовить сусло, вам нужно залить воду в таз. Я рекомендую заливать на 88%, то есть 8 литров, поскольку в дистилляторе и в бочке максимум может содержаться 8 литров. Первым ингредиентом у нас будет виноград. Для того, чтобы сделать сусло из винограда, мы закидываем 8 виноградов в чан. После того, как мы закинули виноград, происходит превращение в сусло. В данном случае в качестве сусла выступает виноградный сок. Виноградный сок ферментируется, превращается в наполовину ферментированное сусло, и потом наполовину ферментированное сусло превращается в ферментированное сусло. Сусло на стадиях ферментирования, как на первой, так и на второй, можно либо дистиллировать, либо выдержать. При дистилляции виноградного сусла происходит превращение в бренди. Дистиллировать можно многократное количество раз. При дистилляции увеличивается эффект от алкоголя. При выдержке виноградного сусла получается вино. Если сусло передержать в чане и дать ему ферментироваться третий раз, то получится уксус, который бесполезен в крафтах алкоголя. Далее пшено. Все рецепты будут в левом верхнем углу сундуков. Из пшена мы делаем пшеничное сусло. Пшеничное сусло ферментируется. У каждого сусла в этом моде 2 стадии ферментации, и практически у каждого есть третья стадия ферментации, которая превращает сусло в тыкву. На обеих стадиях ферментации пшеничное сусло можно либо дистиллировать, либо выдержать. При дистилляции пшеничного сусла оно превращается в водку, при выдержке оно превращается в бренди. Также существуют кастомные напитки, которые достигаются путем конкретного количества дистилляций и выдержек. К примеру, для пшеницы это будет виски, который достигается путем одной выдержки и одной дистилляции. Пшеница со хмелем. Нужно закинуть 6 пшеницы и 2 верхушки хмеля. Получаем сусло. Если мы дважды проферментируем сусло, то мы получим пиво. Если мы продистиллируем пиво, то мы получим крепкое пиво. Если мы выдержим пиво, получим выдержанное пиво. Картошка. Сусло можно сделать при использовании как обычной картошки, так и отравленной. После 2 ферментаций получаем картофельное пиво, которое может превратиться в уксус при третьей ферментации. При дистилляции или выдержке ферментированного сусла мы получаем либо картофельную водку при дистилляции, либо выдержанное картофельное пиво при выдержке. Также у картофеля есть кастомный напиток – ирландский самогон. Чтобы его получить, мы должны провести одну дистилляцию и одну выдержку. Дальше томаты. Из томатов получаем томатный сок, потом наполовину выдержанный томатный сок и томатное пиво. При дистилляции томатного пива получаем томатную водку, при выдержке томатного пива получаем выдержанное томатное пиво. Если ферментировать томаты трижды, то мы получим кетчуп. У томатов есть 2 кастомных рецепта. Это виски, получаемый при 2 дистилляциях и 6 выдержках, и медовуха, получаемая при 1 дистилляции и 5 выдержках. Можжевельник. Нужно закинуть 4 ягоды можжевельника, 2 ягоды винограда, 1 сахар и 1 пшено. Получаем бутылку можжевельникового сусла, потом наполовину промытого и так далее и тому подобное. При дистилляции получаем джин, при выдержке получаем выдержанный напиток из можжевельника. Мед. При 2 ферментациях мед превращается в медовуху. При дистилляции медовухи мы получаем бренди, при выдержке медовухи мы получаем выдержанную медовуху. Сахарный тростник. Из него мы можем получить напиток баси. Если мы дистиллируем напиток баси, мы получим ром. Если мы выдержим баси, получим выдержанный баси. Также мы можем выдерживать ром. Яблоки. Из яблок мы получаем сладкий сидр. Из сладкого сидра наполовину промытый сладкий сидр. Потом крепкий яблочный сидр. Если мы дистиллируем яблочный сидр, получим бренди. Если мы выдержим яблочный сидр, то получим выдержанный яблочный сидр.
Молоко. Чтобы сделать напиток из молока, берем ведро молока, наполняем и ждем. После того, как мы подождем, у нас сначала получится наполовину промытое сусло. После этого мы получим напиток Blend. При выдержке напитка Blend мы получим выдержанный бленд. Если мы передержим, получим уксус. Отдельных напитков при дистилляции нет. Агава. Закидываем агаву, получаем сок агавы, ферментируем его. Ферментированный сок агавы мы можем дистиллировать и получим мескаль. Если мы еще раз дистиллируем мескаль, то мы получим текилу. Текилу можно выдерживать. Далее немного о выдержке и дистилляции алкоголя. Дистилляция происходит в дистилляторе, заливаем жидкость и ждем, пока она дистиллируется. Подключаем фласку, чтобы у нас не было примесей в алкоголе после дистилляции. Выдержка происходит в бочках, заливаем напиток и просто ждем. Перейдем к варке других веществ. Чтобы сварить что-нибудь, вам нужно поставить 2 плиты, 4 стеклянные трубки. Обязательно ставить трубки друг на друга, иначе они будут повернуты в другом направлении и не будет работать у вас ничего. Чтобы что-то сварить, вам нужно 2 бутылки. Одну бутылку держите пустой, вторую бутылку набираете водой, к примеру, из котла. Ставите бутылку с водой, берете растение, из которого вы будете изготавливать вещество. Для примера возьмем ипомею. Брать можно как цветок, так и семена ипомеи. Закидываете в колбу максимум 5 штук и включаете плиту. Ждете. После того, как температура достигнет 52 градусов, вроде как, у вас начнется процесс варки. Из базовых растений вы получаете экстракт этого растения. К примеру, у нас экстракт ипомеи. Получать экстракты можно только из определенных растений. Из ипомеи мы получаем экстракт ипомеи. Из дурмана мы получаем экстракт дурмана. Из белладонны мы получаем экстракт белладонны. С белладонной и дурманом работают только семена. Если мы перегоним любой алкогольный напиток, мы получим этанол. Если мы перегоним мак, то мы получим морфин. После того, как вы перегнали изначальное растение в экстракт, вы можете повторно перегнать экстракт, чтобы получилась следующая версия этого экстракта. К примеру, возьмем экстракт ипомеи. Ставим экстракт ипомеи на плиту и включаем ее. После того, как все перегналось, вы получите следующую стадию экстракта. Она называется перфьюм. Следующие версии есть только у 3 экстрактов. У экстракта ипомеи, у экстракта дурмана и у экстракта белладонны. У каждого из этих экстрактов есть по 4 версии. Начальная, перфьюм, концентрат и последняя стадия уникальна для ипомеи – кислота. Для белладонны это будет экстракт, перфьюм, концентрат и атропин. Для дурмана это будет экстракт, перфьюм, концентрат и атропин. Атропин – это конечный продукт. Его вы можете залить в шприц и колоться, чего я вам не рекомендую делать в реальной жизни. Далее, получение всех порошков, кристаллов и так далее. Для того, чтобы получить мефедрон, вам нужно взять экстракт ипомеи, поставить его на плиту, разогреть. Когда экстракт начинает испаряться, он пойдет на поднос. На подносе экстракт затвердеет, и при поломке подноса вы получите кристаллический меф. Далее указаны рецепты при затвердевании в подносе. К примеру, из экстракта ипомеи мы получаем кристаллический меф. Из перфьюма ипомеи мы также получаем кристаллический меф. Из концентрата ипомеи мы получаем таблетку ЛСД. И из кислоты мы также получаем таблетку ЛСД. Из кристаллического мефа мы можем крафтить экстази. Крафт выглядит вот так. Мы можем крафтить марки из бумаги с концентратом ипомеи. Поскольку других стадий у морфина нету, его мы сразу перегоняем на поднос. После перегонки на поднос морфина мы получаем героин, и героин мы можем скрафтить в морфин. Чтобы получить крэк, нам нужно смешать этанол
и кокаин в одну бутылку. Делается это так. Вы берете две меньших бутылки кокаина и этанола, ставите большую бутылку на плиту и заливаете по одной бутылке и того, и другого. Получаете большую бутылку, в которой содержание этанола 50% и кокаина 50%. После этого ставите эту бутылку на плиту и перегоняете ее на поднос. В результате на подносе у вас получится крэк. Как окончание просто покажу вам крафты кружек. Так крафтится эта кружка, так крафтится эта кружка, так крафтится бокал, так крафтится бутылка, так крафтится шот. Все. Спасибо за просмотр.